Мы продолжаем посещать города Великобритании. На этот раз мы выбрали город Манчестер. Мы те самые путешественники, которые выбирают поезд в 7 утра. Поэтому, проснувшись и прихватив с собой завтрак, мы отправились сразу на вокзал. Дорога составила около 2 часов. За это время мы наблюдали красивые виды за окном и играли в слова. Манчестер – 9-й по величине город Великобритании. И это первый в мире промышленный город. В настоящее время Манчестер – крупный культурный, промышленный, финансовый, коммерческий и транспортный центр страны. Ну-ка, покажи, как... Нет, не так. Смотри. Педалька внизу. Чтобы руками как раз не трогать. Первым делом мы отправились в Музей науки и промышленности. Это крупный научно-исторический музей, посвященный развитию науки и техники, промышленности с акцентом на достижения города в этих областях. Манчестерская малая экспериментальная машина – первый электронный компьютер, построенный по принципу совместного хранения данных и программ в памяти. А это экспозиция с предельными и ткацкими машинами, которая охватывает все этапы переработки шерсти или хлопка в ткань. Класс! Это вот примерно так выглядела ткацкая фабрика. А потом вот как будто в паутинку, а из паутинки, вот видишь, вот если вот здесь подойти посмотреть, вот смотри, паутинку эту скручивают, и получается как бы такая толстая нитка. Take it away. And then we go to the other side. So, come with it. Pull it down. Well done. Very good. И опять детская зона.
Видишь, Ром, как бывает интересно в музеях? Основная часть музея была закрыта на реконструкцию, о чем мы, конечно же, не знали. И на сайте этой информации мы тоже не нашли. Но все равно в музее очень много интересного и очень много интерактивов для детей. Например, тебе предлагали поднять одной рукой целую настоящую машину. Построить мост через реку. Или попробовать построить фигуру, которая расширяется по мере возрастания. Не, ну это легко. Сразу так и нет. Очень хорошо получилось, птичка. Супер. Взрослые дети с удовольствием играли в мир теней. Класс. На Рому произвел впечатление бесконечный колодец. И не менее интересным оказался магазин в музее. Вот. Рисовать планшет вот такой. Tell me what you want. Tell me what you want. What could it be now? What could it be now? Do you love me? Do you love me? Do you love me? I want it all. Do you love me? Do you love me? После музея мы отправились в библиотеку Райландса. В этот раз мы учли ошибки прошлой поездки, и прежде чем зайти в библиотеку, мы накормили Рому. Ребенок первый раз пробует синнабон. Зарядившись 2000 калорий от синнабона, мы еще долго не слышали от Ромы, что он проголодался. Супер. До последней крошки. Все. Мне кажется, я расстроилась. Теперь мы можем спокойно отправляться в библиотеку. Библиотека строилась таким образом, чтобы напоминать церковь. И была она открыта в 1900 году, а в 1972 году библиотека слилась с библиотекой университета Манчестера, и особые коллекции были постепенно перемещены именно сюда. Time has been moving so slowly, slowly. I forgot where I was going. Take a trip. Здесь есть средневековые иллюстрированные манускрипты и примеры первых европейских печатных изданий. Но в первую очередь это невероятно красивое здание. В 1994 году библиотека получила статус объекта первой категории в списке национальных архитектурных сокровищ.
красота библиотеки поражает каждого, просто каждого посетителя. Некоторые не просто любуются красотой здания, но еще и рисуют ее. Tell me what you want. What could it be now? What could it be now? Do you love me? А это Манчестерский собор. Его история начинается с 1421 года. Конечно, он много раз перестраивался. В собор несколько раз попадали немецкие бомбы во время Второй мировой войны, и восстановление повреждений заняло почти 20 лет. Но тем не менее, собору присвоена первая категория в списке охраняемых архитектурных памятников Великобритании. Я посетила сайт собора и узнала, что, оказывается, здесь часто проходят различные мероприятия. Например, чтение поэзии, концерты при свечах, выставки, свадьбы и даже поп-концерты. Наверное, на такой бы концерт я с удовольствием сходила бы. Tell me what you want. What could it be now? What could it be now? В этой поездке мы опять не бронировали место для обеда. Но нам повезло, мы пришли чуть раньше обеденного времени, поэтому мы нашли свободный стол. Мясо у меня вообще больше, чем лапши. Мне бросилось в глаза, что в Манчестере очень много реконструкций. Очень многие здания закрыты лесами, происходят ремонтные работы, и это немного сбивает от целостного ощущения города. Да, наверное, в скором времени он станет еще прекрасней, но именно сейчас я не могу насладиться всеми красивыми местами этого города. После такой насыщенной прогулки мы отправились заселяться в отель. Where did I turn wrong? What did I do wrong? I really thought that we Отель находится почти в самом центре Манчестера. Из-за этого ночью было очень шумно. И особенно нам не повезло с видом из окна. Да, вид на стену и на колючую проволоку и коляску, которая застряла на колючей проволоке. В прошлой поездке ребенок очень часто в музеях просил какие-то сувениры, и мы решили выделить ему бюджет на каждую поездку. Ну и что вы думаете? Он на следующую поездку спустил весь свой бюджет в первый же день. Но это стало ему хорошим уроком, и он задумался, как правильно распределять свои деньги. burst into concrete. I couldn't take it all, so please just let me fall. Where did I turn wrong? I was sure I had the right direction. What did I do wrong? I really thought that we had a connection. Beautiful dog. I did.
Вечером в городе жизнь кипит. Все бары и пабы переполнены. На что я обратила внимание, так это то, что в барах очень много людей. И это не только молодежь. Там также пожилые парочки, дамочки, мужчины отдыхают и культурно проводят время. How can I forget you? Skin to skin, I bet you are feeling just the way I do. Vibing on the dance floor, show me your intention. I like it when you follow through. I want you to stay right here. I want you to stay right here. Baby, we got the fire and we burn it up. We got the fire. Baby, we got the fire and we burn it up. We got the fire. Утром мы отправились на поиски кафе, где мы сможем позавтракать. В следующий раз мы точно забронируем это место заранее, иначе мы останемся без завтрака. В Манчестере нет метро, но развита трамвайная система. И именно на трамвае мы отправились в район, который был построен на месте манчестерских доков. Существует много способов оплаты проезда, но мы воспользовались самым простым. Мы приложили банковскую карточку к специальному считывающему устройству, которое находится на станции, и затем к такому же устройству мы приложили на другой станции, на которой мы выходили. Трамваи удобные и современные, а самое главное, что на маршруте открываются потрясающие виды на город. Baby, we got the fire and we burn it up. We got the fire. Baby, we got the fire and we burn it up. We got the fire. У трамваев есть 6 маршрутов, и на самом деле мне вообще это напоминает метро. Даже называется это Метролинк. За один день трамваи перевозят 55 тысяч человек. Вообще. Опять я говорю вообще, да? И вот мы добрались до района Салфорд-Ки, если я, конечно, правильно его произношу. Район, можно сказать, довольно-таки молодой. Был построен примерно в 1990 году. Достопримечательностью этого района является театральный и галерейный комплекс, Имперский военный музей и Media City UK. Media City UK – это многофункциональный комплекс площадью 81 гектар. Вы представляете, 81 гектар. Ну и, конечно же, офис BBC.
Нашей целью визита этого района был, конечно же, Имперский военный музей. На мой взгляд, этот музей отличался от обычных военных музеев. Экспозиции были небольшие, но впечатление они производили очень даже большое. Наверное, из-за большого пространства и масштаба самого музея. Ошибка. Еще раз понюхай. В музее, как всегда, были интерактивы, которые, конечно же, очень интересны детям. Например, можно было проверить свою реакцию. 21. Или сыграть в игру, кто быстрее доберется до Берлинской стены. Большое эмоциональное впечатление произвела аудиовизуальная презентация. Equally, many have found their own personal way to honour the memory. The ground was scarred by thousands of them. Men and metal shattered and buried in earth. После таких музеев становится немножечко грустно. А еще очень хочется, чтобы больше людей их посещали. Хоть в музее немного экспонатов, но за счет пространства, информации и то, как они это сделали, как они обыграли пространство, как они подали информацию, благодаря тому, что есть шоу, становится очень интересно там проводить время, особенно с ребенком. Манчестер очень красивый город. Он отличается от Йорка, который мы уже посещали. Он какой-то более молодежный, молодой, и он очень большой. Я думаю, что одного дня недостаточно, чтобы понять этот город, но нам очень понравилось, мы рады, что мы сюда приехали. И как же нам повезло с погодой. Солнечные дни, суббота и воскресенье. Мне кажется, это большая удача. После музея мы еще немного погуляли по району, отправились в парк, чтобы посетить детскую площадку, и уже после этого мы собрались на вокзал. Tell me what you want. Tell me what you want. What could it be now? What could it be now? Do you love me? Do you love me? Do you love me? I want it all. Do you love me? Do you love me? Do you love me? Рома нарисовал, значит, китайский квартал.
эту китайскую арку. Это он в шапке лягушки, рядом папа, а это рядышком я с видеокамерой, которая все время все снимает. И с сумкой. И с сумкой. Манчестер нам однозначно понравился, и я думаю, что мы еще туда вернемся. А если кто-то себе выбирает город для жизни в Великобритании, я бы рекомендовала посмотреть на Манчестер. На такие путешествия мы тратим очень много сил, но однозначно это того стоит. Поэтому увидимся с вами в следующем городе.